некоторых вещах, которые связаны с игрой на одной половине площадки и с игрой при переходе с половой зоны в передовую. For all of these sets, spacing is very important. Для всего того, о чем мы сейчас будем говорить, одним из основных понятий является расстояние. If the spacing is good in these sets, the offense has more opportunities. Если расстояние достаточно правильное, то у команды нападения больше возможностей. And with the new lane that you've got for the last year, angles will be very important. И с новым формой ограниченной зоны гораздо большее значение принимают углы площадки. So the first set I'm going to go through is a mid or high pick and roll. Первое, о чем я буду говорить, это пик-н-ролл в середине или сверху. This is how we would start with a 1-4 flat. Сейчас мы будем показывать упражнения, связанные с пик-н-роллом. У нас один игрок здесь и 4 игрока располагаются здесь. And there's an area on the court that we call the slot. And that slot is from this line to this line going to this line. У нас есть такое понятие на площадке, как слот. Это зона, которая начинается от конца ограниченной зоны до угла и идет воображаемой зоной до конца лицевой линии. And in America, most NBA courts have a line from here to here. В NBA большинство площадок нарисованы так, что эта линия на самом деле изображена, действительно нарисована. So what we ask the point guard to do is have the ball in this slot or this slot. Что мы требуем от наших разыгрывающих, чтобы мяч, чтобы они были с мячом вот в этой точке или вон в той точке. When he picks a slot, we know that the opposite big man is going to come up and set a screen. Как только он занят свою правильную позицию, то, о чем мы говорили, большой игрок выходит, чтобы поставить заслон. So there are a couple of things that we want to talk about in terms of what the big man needs to do to set the screen. Поэтому мы говорим о определенных вещах, которые необходимо сделать большому игроку, чтобы правильно поставить заслон. Because our point guard has indicated who's coming, because the point guard has indicated to the team which big man is coming. С учетом того, что у нас игрок уже находится здесь, большой игрок выходит к нему. Первое, что мы должны сделать, это понять то, что игроки защиты тоже будут как-то противодействовать пик-н-роллу. И для того, чтобы как-то этому противодействовать, мы должны понимать, что игрок нападения должен делать резкое ускорение к тому месту, где он будет ставить заслон. Сейчас я не буду игрока просить действительно делать резкое ускорение, чтобы я мог продолжать говорить, но когда он ставит заслон, во время игры он действительно должен делать очень быстрое ускорение. Depending upon the skill of your point guard, it depends upon where we set that screen. If you're teaching younger players, you probably want it closer to the rim. В зависимости от того, с каким уровнем игроков вы работаете, мы рассматриваем различные места, где должен быть поставлен заслон. Если вы работаете с более молодыми игроками, заслон должен быть поставлен более близко к кольцу. В NBA мы учим игроков, которые игроков ставить заслон на уровне как школы. Some teams will want to go under the pick and roll, some teams will want to go over the pick and roll. So we want to have a chance for a scoring opportunity, whichever way they go. Некоторые команды будут обыгрывать пик-н-ролл с этой стороны, некоторые с нижней, и в зависимости от этого у вас будут различные возможности броска. Once the game has come up to set the pick and roll, good. His
job is to make sure to check with my hip and my shoulders. Как только большой друг вышел, чтобы на пикинг-ролл ставить заслон, он должен главное понять, где находятся плечи и где находится нога. The first to move will be my hip. Okay? If he sets a screen on my hip, then it will be a good screen. Первое, что должно начинать двигаться, это вместо таза. То есть, если он начинает движение с него, то заслон будет поставлен правильно. Также очень важен угол, как он ставится заслон. If my body is like this with my hip here, he should have an angle like this. Если мое тело расположено вот так, то угол, который должен принимать его ставящий заслон, вот такой. If I move here, he should be in the way. If my angle is here, his angle should be here. Как только я меняю угол, должен менять и угол нападающего. То есть он каждый раз должен быть сбоку. Any questions about that? Есть ли какие-то вопросы, потому что я сейчас сказал? The point guard's responsibility is to use the screen. Основная задача маленького игрока – это использовать того игрока, который ставит ему заслон. Once we have a good pick, he comes over the top. Как только у нас получилось хорошо свой ролл, он выходит сверху. Now, because it is a pick and roll, and we've taken a big man and put him in here, we would like the point guard to attack, the ball handler to attack the big man. Как только с чем того, что мы поставили здесь сыграли пик-н-ролл, после того, как у нас маленький игрок выходит, скорее всего, он будет играть против большого игрока. We feel that anytime a guard can attack the big, that's a good thing. Мы считаем, что если маленький игрок остается играть против большого, это то, к чему мы стремимся, это хорошо. So his responsibility is to try to get somewhere in the lane, if not, all the way to the hoop. Поэтому его основная задача играть, попытаться попасть в ограниченную зону и, может быть, даже пройти по кольцу. Once the ball has come past the screen, как только игрок с мячом прошел заслон, we don't teach this because in the NBA that's a foul now. После того, как игрок с мячом прошел заслон, мы не учим игрока, который ставил заслон, делать развал, потому что в NBA это всегда фиксируется как фол. I use the ball here, and his responsibility is to go to the front of the rim and seal. Мы учим его разворачиваться в другую сторону, от заслона, от мяча и проходить в ограниченную зону прямо по кольцу и быть готовым к получению мяча. So as the point guard has attacked, and maybe got to this spot here, после того, как маленький игрок продолжает атаку и приходит на эту точку. Большой игрок у нас уже должен быть под кольцом, он должен быть готов получать мяч. Когда действие закончено, мы заменяем того другим большим игроком. И в зависимости от того, насколько хорошо он умеет бросать с какой точки, мы просим его ставить в эту точку или на точку броска прямого. Причина, по которой у нас есть еще игрок в углу площадки, это связано с тем, что защитникам, когда у нас игрок маленький игрок освобождается из заслона, приходится принимать решение подстраховывать здесь или оставаться со своим игроком, который может совершить бросок. И здесь основным критерием является расстояние, дистанция, потому что если мы находимся не в углу площадки, я могу защищать и игрока с мячом, противостоять игроку с мячом и своим игроком. I have to play either as a defender, I either have to play the ball
offense, we put the pressure on the defense. Но если расстояние больше, то мне приходится выбирать, на защитнику приходится выбирать, играть с игроком с мячом или играть со своим игроком. Now, obviously, we don't want them deep corner because they still have to shoot the ball. И, конечно, мы хотим его оставить одного, потому что он может сделать бросок. Now, with that spacing, okay, if we don't have the point guard to the big at the rim, he's got to get out because of 3 seconds. Теперь вы понимаете, что вот с этими условиями, если у нас не проходит передача или если у нас не проходит кольцо, большой игрок должен выйти из ограниченной зоны, потому что иначе будет зафиксирован 3 секунды. And with that, we know that the defense did a good job regarding him, so most likely, if the ball didn't stay strong side, it came back to this big. И мы понимаем, что он сделал хорошую работу, что он сделал все правильно. И если мяч не останется на сильной стороне, на стороне мяча, то, скорее всего, он перейдет вот этому большому игроку. So when the ball does come back to the big, поэтому, когда мяч переходит обратно к большому игроку, he has a decision to make. Этот большой игрок должен принять решение. Do I shoot? Он может бросить. Okay. And for us, most of the time, if he's not a shooting big man, we ask him to do one thing and one thing only. И если он не принимает решение бросать, то мы просим его сделать всего лишь одну вещь, у него есть только один выбор еще. And that's a dribble handoff. Это ведение. Okay. And the dribble handoff space, we got to make sure we stay in the corner. Он будет вести, и мы тоже помним о расстоянии, потому что у нас другой игрок находится в углу площадки. On the dribble handoff, the man with the ball has to dribble at the defense. И игрок, который начинает ведение, он должен вести по направлению к защитнику. Okay. So as he dribbles towards me, как только он начинает ведение в сторону защитника, so as I dribble towards him, I am basically going to set a pick for a shooting guard or wing. То есть, как только я начинаю вести мяч по направлению к защитнику, я могу поставить заслон своему маленькому игроку. So I'm dribbling at the defense, and now when I stop, jump stop here, he can come up and receive the dribble handoff. Как только я веду мяч и встал здесь, ставлю заслон, маленький игрок может получить мяч здесь. Or if he does a nice job and the defense overplays him, we have a backdoor opportunity. Или если он выходит, то мы можем отдать передачу. All of this is based on spacing and patience by the offense. Все в этой комбинации зависит от того, какое расстояние занимают игроки нападения и от терпения команды нападения. Now this young fellow is in Slovenia with us in basketball without borders, and we ran a lot of it. So if he becomes impatient and his spacing is here instead of in the corner. Если этот игрок теряет терпение и не ждет его, не остается в углу, где он может стоять, а приходит сюда, большое давление защитники оказывают на игрока, который ведет мяч. И поэтому вместо того, чтобы использовать возможность комбинации бэкдор или передачи маленькому игроку, у нас остается только, или заслон маленькому игроку, у нас остается только возможность передачи. Поэтому понятие расстояния, которое занимают игроки, оно важно для всех игроков. И для игроков с той стороны площадки, и для игроков с этой стороны площадки, и для тех, кто ставит заслон, и для тех, кто будет отдавать передачу и играть мяч. Вы должны понимать, что понятие расстояния между игроками – это 50% успеха атаки. So we started a 1-4 flat. The point guard comes down and picks the slot. Мы начинаем комбинацию, маленький игрок занимает свою позицию. We want to make a screen,
начинает проваливаться. Этот игрок должен заменить его наверху ограниченной зоны. So that's the time on the roll and replace. His first step off the screen is my first step coming up. Как только маленький игрок делает первый шаг из-под заслона, это сигнал для большого игрока, что он начинает двигаться на верхушку ограниченной зоны. And what we're asking the big to do is to make sure that he gets always to the front of the rim so he's not looking at the ball now. He's just sitting here to seal. И единственное, что мы говорим большому игроку, который ставил заслон, что он должен добраться до этого места под кольцом, поэтому ему даже в этот момент не надо смотреть на мяч, ему просто необходимо занять правильную позицию. So the scoring opportunities will be like this. Поэтому у нас появляются несколько возможностей для завершения атаки. The first scoring opportunity, reset. Первая возможность завершения атаки. И маленький игрок делает бросок. First scoring opportunity. Это первая возможность завершения такой атаки. Second scoring opportunity. Теперь рассмотрим вторую возможность завершения атаки. Заслон идет передача. The defender made a mistake. He guarded the ball. He was open for a shot. Это в зависимости от того, какое решение примет защитник. Ходить на игрока с мячом или оставаться своим игроком. Third scoring opportunity. Третья возможность. Big and close. Передача мяча большому игроку по кольцу. Fourth scoring opportunity. Shot. Передача другому большому игроку бросок. And the fifth scoring opportunity И пятое возможное завершение этой атаки. is the dribble handoff. Это передача после линии. Все верно. Okay, so we've got 5 scoring opportunities off a mid pick and roll. То есть вот из такого вот пик-н-ролла, как мы сейчас посмотрели, у нас появляется возможность для 5 различных завершений атаки. As coaches, we always talk about a point guard is critical to our team. Мы все тренеры говорим, что очень важное значение имеет маленький игрок в этой комбинации. If you run this play, the point guard's decision making is critical for team offense. Самое главное в нападении в этой комбинации – это то решение, которое примет маленький игрок. Any questions about the mid pick and roll? Есть ли какие-то вопросы по этой комбинации? Вопрос в том, что предпочитает тренер пик-н-ролл или пик-н-ролл? Great question. We prefer the dribble handoff because there's an opportunity for a pass there, backdoor cut, and the opportunity for the guard to come off like he would on the downstream. Serves for twofold. Он предпочитает хэндофф, потому что сразу возникает несколько возможностей. Это для комбинации бэкдор, для передачи маленькому игроку, то есть больше вариантов. We're asking the big to stand right here and use the point guard's ability to use him. Вот этот заслон называется плоский заслон. Мы просим использовать большой игрока, чтобы они могли использовать с маленьким. In the mid pick and roll, В варианте среднего пика we're asking the big to sprint to the screen and then get the proper angle based on my hips, my shoulders. мы просим большого игрока сделать резкое ускорение к тому месту, где он будет ставить заслон, и потом использовать правильный угол, используя плечи и бедра. He's got to come to a jump stop. Он должен остановиться прыжком, And males have to set a screen here. и он должен и
И игрок должен ставить заслон именно здесь. Ребята должны ставить заслон вот так. Девушки могут ставить заслон, если более поднимая руки. И после того, как он поставил заслон, он должен проваливаться и проваливаться именно вот так вот, как мы показали. Если я пытаюсь провалиться на две вот так, как сейчас показывает Джон, и защитник пойдет в контакт с верным ставящим заслоном, это будет фол подальше. Поэтому поставить заслон под таким углом, я должен проваливаться под кольцо именно таким разворотом. The one thing, if you find out that your point guard may not be able to beat his man, is you can send this man all the way up right behind the screen, and then he gets here. So you still have the spacing available. It'll just take the big a longer time to get to the front of the rim. И у нас то же самое большое расстояние между игроками, и у большого игрока больше времени займет то, что будет под кольцом. Any other questions on that? Какие-то еще вопросы? Вот хендов, отработка, просто какой-то набор упражнений. Тоже вот как вы методику рассказали, а просто в течение тренировки как можно отработать более эффективно? Больше повторений, что ли, сделать? Как можно отработать? Заслоны, хендов, да, набор упражнений. Какие упражнения используются для того, чтобы отрабатывать постановку заслона? И хендов. И хендов. Чтобы больше игроков. We use basically our offensive sets. And we'll put coaches on the point guard, or we'll put coaches on the wings when we're running these sets, and then they'll change their position on the ball, and the offense will have to read the defense. So, point guard is here. Coach is here. Тренер занимает позицию здесь. All the other guards behind. Все остальные игроки остаются сзади. Big man here. Игрок, который будет ставить заслон здесь. All the other big men behind. Все те, кто берут заслон, ставят за ним. Coach here. Тренер стоит здесь. And changes his angle. И меняет угол защиты. Big man has to sprint up. Большой игрок бежит ставить заслон. Figure out the angle. Правильно устанавливает угол. Set a screen. Ставит заслон. Balls or shot. Проваливается даже бросок. Two men. Это ситуация с двумя игроками. Three men. Есть ситуация с тремя игроками. Guards here. Защитник здесь. Big here. Большой игрок там. Big here. Здесь. Guard gets to pick a slot. Защитник должен занять точку, свою позицию. That big has to sprint up. Тот большой игрок должен сделать ускорение. Coach here. Different angles. Тренер занимает защитную позицию под разными углами. Set screen. Хорошо поставить заслон. Come on, screen. Hold. Replace. Будет проваливаться с заслона, идет передача. 3 men. Это упражнение для трех игроков. If we have enough coaches, Если у нас больше, чем один тренер в команде, one of the coaches will be here with the pad. один из тренеров будет стоять кольцо с вот этой подушкой, с матом, To make sure the die man hits the pad and then seals. чтобы знать, чтобы тренировать в то же время игроку, который проваливается, который будет ждать получения мяча, определенное давление со стороны защиты. Dribble handoff drill. Теперь упражнение на ведение хендов. Neil. Coach will be here. Тренер будет находиться в этой позиции. A line of big men will be here.
большие игроки выстраиваются в линию вот здесь. Маленькие игроки выстраиваются в линию вот тут. Тренер будет здесь. Какой-то мяч переходит. То есть он получает мяч и должен смотреть, что делают защитники. То есть если я нахожусь под кольцом, он должен начинать ведение ко мне, в мою сторону. Маленький игрок будет выходить на свободное количество без задания в кружке. Если я как защитник играю более близко к своему маленькому игроку, то игрок с мячом должен вести все равно ко мне, в мою сторону. И как только маленький игрок выходит, мы можем закончить комбинацию в простом кружке и комбинацию вектора. То есть это вот некоторые упражнения, которые мы используем именно для тренировки заслонов и хендов. То есть во время тренировки, разумеется, он обратит на это внимание, но сейчас он совершенно другие мышцы. Если защитник ставит заранее на место, куда будет уходить игрок с мячом, что он будет делать игроку с мячом? Он заранее заходит за проход под заслон. То есть при пик-н-ролле защитник заранее занимает место, которое... Что надо делать нападающему? You always try to hit the hip and the shoulder. The point guard's responsibility is to get over the screen. Основная задача маленького игрока – это освободиться после постановки заслона. So if I was here, is that what he's saying? Here? Значит, защитник находится вот здесь, правильно? Во-первых, нападающие должны считать эту ситуацию, и игрок, который ставит заслон, должен изменить угол, который он ставит заслон. И тогда он ставит заслон в таком варианте. И тем самым маленький игрок освобождается, все равно он попадает в ограниченную зону. И если маленький игрок окажется в ограниченной зоне, то все равно окажутся все 5 возможных продолжений комбинации. I think what we have to remember, the defense is always trying to figure out the offense, but it's the offense's job to also figure out the defense. Мы должны помнить, что нападающие должны, разумеется, прочитать, что делают защитники, и, например, но и защитники должны считать то, что делают нападающие. Does that answer? Ответ? That's very true. Это правда, вы говорите?
true. But we still have to play basketball. The game will not stop for us. Но надо понимать, что если у нас не получилось сделать баскетбол, как мы хотели, баскетбол, все равно надо продолжать играть в баскетбол, и игру мы из-за этого не можем остановить. It's the same as if you were a head coach and you call a man-to-man set. Это все равно, что если вы старший тренер, вы вызываете своих игроков играть лично, And they come down and play zone defense. а они выходят на площадку и начинают играть зону. You have to make adjustments. Вы должны вести какие-то коррективы. And so that the offense has to make adjustments. И эти нападения тоже должны сделать. Значит, вопрос показать какие-то детали, какие-то особенности, как правильно играть в музыку. Сейчас мы будем говорить то, как правильно играть хендов. Во-первых, мы должны каждый раз помнить, что мы ведем дальней рукой. И мы хотим, чтобы ведение было происходило на большой скорости. Для молодых игроков мы чаще обучаем остановки на 2 ноги, и чтобы можно было сделать на остановке 2 ноги прыжком. И как мы говорили до этого, очень важно, чтобы когда мы начинали ведение, мы вели в направлении защиты. Главным критерием здесь является бедра и плечи. Поэтому это должно быть как-то вот так. При передаче мяча мы всегда используем 2 руки, потому что у защитника при использовании одной руки есть шанс выбить мяч. Или если у нас есть вариант предложения через бэкдор, я все равно буду отдавать передачу 2 руками. И у меня тем самым всегда сохраняется контроль над мячом, даже несмотря на то, что руки защитника где-то рядом. Вопрос, если он подшагнет, у меня передача мяча будет для этого в сторону защиты. Да, это фиксировался в пол. Это точно так же, как и такой разворот. Это фол. Any other questions about that? Какие-то еще вопросы по этой? Okay. Движение в какой момент? Когда он ставит заслон, возможно ли движение? Нет, не разрешено. Заслон движения не разрешено. Именно поэтому сейчас вот это фиксируется как фол. А вот это не фиксируется как фол. Any other questions? Еще вопросы? Okay, now we're going to go to a side pick and roll. Теперь мы посмотрим пик-н-ролл с углового луча. And just like in the mid pick and roll and the angle pick and roll, we're
we're asking your point guard and your big man to create some kind of offensive opportunities for the other players or themselves. In a side pick and roll, it means you have a dominant wingman and possibly a dominant big man who can either shoot or get to the basket. Точно так же, как и в ситуации пик-н-ролла по центру площадки, пик-н-ролла в этом углу, в ситуации пик-н-ролла сбоку площадки мы пытаемся создать ситуацию для маленького игрока, для большого, создается сделать бросок. And it's a very simple play, but it puts if you have a great scoring wing and a great scoring big, it puts them in an opportunity to score against defense. И если у нас в команде есть игроки, которые хорошо бросают с угла, и большой игрок, который много забивает, знает большой игрок, это дает огромные возможности нашей команде. So this is your best scoring wing off the dribble. Это тот игрок, который хорошо бросает с угла площадки. And this is your best big pick and roll player. А это большой игрок, который хорошо бросает и будет ставить пик-н-ролл. Point guard has the ball in the slot again. Мы снова говорим о том, что у маленького игрока мяч находится в точке слота. This man's responsibility is to catch the ball on the wing, elbow extended, however he can get there. Его задача поймать мяч можно дальше, неважно, как он туда доберется. This man's responsibility is to hopefully set a pick so that he can catch the ball on the wing, elbow extended. Значит, маленький должен получить мяч за трехочковой линии на продолжение линии штрафного броска, а большой игрок должен помочь ему освободиться и попасть в эту точку. So his job, whatever he has to do, walk me into here, and then go out, just go out, whatever happens, we would like him to catch the ball right here. Неважно, каким образом он освободится от своего защитника, но нам надо, чтобы он это сделал, и получил мяч в этой точке. And because we have the best shooting big man involved in the pick and roll, at that point we ask this thing to come down here into the slot and baseline. И потому что у нас вот этот игрок является главным центровым, который отлично бросает, мы хотим, чтобы другой центровой шел пропорционно на вот эту позицию. Now after the point guard passes, he's got to get away to take his defender away from the play. Как только маленький игрок отдал передачу, он должен уходить в сторону, чтобы оттянуть защитников от игрока с мячом. But we'd like to put him in a scoring opportunity at the slot for free. И мы хотим, чтобы он стал на место за трехочковой линией, откуда он может бросать и забивать. So once we set the side pick and roll here, we're going to come up. После того, как мы это сделали, у нас происходит ситуация пик-н-ролла. Once again, we're looking at hips and shoulders. Мы должны опять-таки помнить, чтобы все было правильно сделано с бедрами и плечами. And that will dictate his angle on the screen. И это и защитник диктует то, под каким углом должен быть поставлен заслон. The ball comes over the top. Мяч обыгрывается сверху. And because you put your best two scoring players, if those who are for your team, into this situation, we hope to get a shot on this side of the floor. И с учетом того, что мы говорили, что эти два игрока в этой команде это два лучших снайпера, мы считаем, что бросок, скорее всего, будет происходить с этой половиной площадки. So in the NBA, we have a 3-second rule, so we can't have a lot of help on this floor unless they're there for 2.9 seconds. Мы помним, что в NBA есть правило защиты 3 секунд, которые фиксируются защитником, поэтому отсюда мы не ждем особой большой помощи, потому что он не может стоять там больше 2 секунд. So therefore, these two guys are playing against the other two defenders. Поэтому в этой ситуации эти два игрока, у них рядом находятся два защитника. So the decision has to be the ball handlers. We ask this man to separate quickly to the corner. Поэтому в этой ситуации мы просим большого игрока быстро уйти в угол. And this man to get into the middle of the lane. Маленький игрок входит в середину ограниченной зоны. If he doesn't have a shot after the pick and roll. И если, конечно, он не бросает сразу после пик-н-ролла. Once that happens, we can play to the weak side. После того, как вот это все случилось, мы можем передать мяч на слабую сторону. Or we have the big here shooting in the corner.
Или у нас есть большой игрок в углу, который тоже может бросить. The last thing that we would want is the other big to duck in. Последнее еще, что мы хотим, это чтобы другой большой игрок вошел в пограничную зону, And show himself предложил себя for a scoring opportunity in paint. и предложил себя для того, чтобы продолжить завершение атаки. Okay, let's run through that. Давайте сделаем. Side pick and roll. Any questions on that? Есть какие-то вопросы по этой комбинации бокового пик-н-ролла? Okay, I'm going to go into one secondary offense set just to talk you through a little motion of the ball swinging side to side with motion behind it. Сейчас мы поговорим о ситуации второго нападения и о движениях со стороны. Середину площадки. So what we usually tell our teams is when we're coming from defense to offense is that the first big man has to run to the rim. Первое, что мы учим наших игроков, что когда у нас идет переход от защиты до нападения, первый большой игрок должен обязательно бежать под кольцо. So he has run to the rim. Most of the time the other big is taking it out or has gotten the rebound. В других ситуациях другой большой игрок в это время сдерживает подбор и пытается вывести мяч. So we call him the trail big. Поэтому мы называем его ведомым игроком. Okay? The wings will run their area down to the corner. Два игрока идут в углу площадки. Ball is out to the point guard. Мяч передается маленькому игроку. And he brings it down to the slot area. И он переводит его в зону стола. If there's not an initial scoring opportunity for the point guard to create because of the defense, Если у маленького игрока сразу не создается возможность создать какую-то возможность для атаки, the wing will go out. игрок слева поднимается, The big who didn't receive the ball will come to the most strong side block. другой игрок, большой игрок выходит на угол пограничной зоны. We will hit the wing. Мы отдаем передачу на угол площадки, We'll go to the strong side corner with the point guard. уходим, маленький игрок уходит в угол на синей стороне. The other trail big will come up to the top of the key. Другой большой игрок подходит на верхнюю зону этого полукруга, We'll receive the pass. получает передачу. The other wing will get open. Другая сторона The opposite wing. будет открыта. And now he has options here. И теперь вот здесь возникают различные возможности. He can come off of this big here. Этот игрок может уйти от большого игрока, Or he can come off this big. или он может уйти через вот этого большого игрока. If he comes off of this big, Если он уходит через этого большого игрока, we will look to post up. он оказывается под кольцом, может центрить. We will double down for this point guard. Вот этот игрок тоже может продолжать движение. So we have a post play. If this is your effective wing post player, we can post him up. У нас здесь оказывается два эффективных игрока, которые можно центрить. Or we have a point guard coming back up. Или у нас маленький игрок поднимается обратно. And then we finish it with another double screen. И мы завершаем ситуацию еще одним двойным заслоном. The first one being on this side of the rim. Один из которых будет с этой стороны кольца, The second one being here. другой будет с другой стороны кольца. He gets an opportunity to score coming off double screen. Он уходит из двойного заслона, и у него возникает возможность для атаки. Or we have post up and weak side. Или у нас есть большой игрок на слабой стороне. And by that time, the shot clock
good shot up. And a lot of motion and some pretty good scoring opportunities in the post, the jump shots, and good passes handling the ball. Тем самым создалось много достаточно различных возможностей для хорошего завершения атаки и свободного игроков. If we go the other way, Если мы будем играть в другую сторону, if we swing the ball, если мы передаем мяч, and he uses this screen, и используем вот такой заслон, this man goes to block, этот игрок входит в угол ограниченной зоны, we catch up here, мы получаем мяч здесь, the opposite thing, другой большой игрок comes to the screen, идет ставить заслон, and we have him in the big roll. и мы играем сразу с игроком. With the roll in replace, spacing in the corner. С большим расстоянием между игроками. So it's a motion offense predicated on the fact that your wing player has to make a decision on where the defense is playing in on one cut. То есть ситуация, в которой игрок с угла площадки должен не то, как будет развиваться дальше вдали. And the rest of the team has to react to that decision. И вся остальная команда должна принимать решение в зависимости от решения, которое принимает игрок. And that's more of a transition secondary offense. И это то, что мы называем переходом из нападения из защиты во второе нападение. Any questions on that one? Какие вопросы на это? I think that's good. Do we have questions about any of the stuff? Есть ли какие-то вообще вопросы общие? Вопрос в том, как правильно защитник играть против основных заслонов. We'll discuss that tomorrow. That's a different segment. So all we did was talk about offensive sets today. Tomorrow we'll get into more of the defense against these types of sets. Сегодня мы в основном говорили о нападении, завтра мы будем говорить о защите. Какие упражнения делают для восстановления? Right, I think Neil, you're going to be going through that this afternoon, right? Transition from here to here? Yeah, I'm going through all fast break and transition out. So this was more half-court pick and roll stuff, and then one secondary set. But Neil will handle the primary break and the secondary break. Можно еще вопрос? Вот существует понятие пик-н-ролла, еще есть такой момент, когда игрок не доходит, то есть он выходит на заслон, но нет контакта, то есть вот, расскажите про этот момент. Не могу, сейчас точно не скажу, как называется. А? Нет контакта. Да, нет, он выходит и только обозначает заслон, но при этом это как называется, не пик-н-ролл, по-другому как-то, но при этом он обозначает и уходит сразу же. Заслон не ставится, а просто он Без контакта, да, обозначается и это сразу уходит до конца. Есть ли такое? We call that slipping the screen. sleeping screen. Да. Sleeping, да. Some of that is dictated by how the defense is. If the big defender is already advancing to protect the ball or help the ball,
Это связано с тем, как будут играть защитники. Если большой защитник уже может играть против мяча, то есть игрока с мячом. The offensive player, 1 or 2 steps before he's going to set the screen, Игрок нападения за 2 или 3 шага до того момента, как он должен поставить заслон, has the right to slip to the rim. у него есть возможность уже за 2-3 шага до заслона начать проваливаться до конца. Or if it's a side pick and roll, Или если это пик-н-ролл сбоку, he has the ability to pop to the 3 if he's a 3-point shooter. он может проводить бросок, отходить на пол, чтобы бросить кабачковый бросок. То есть, если правильно понял, это в основном, когда заслон ставится более-менее равными игроками. Грубо говоря, там 3-й, 4-й номер, да? То есть не 1-й, 5-й. Взаимодействие. Каких игроков взаимодействие? Sometimes, but most of the time it's based on the offense's ability to read the defense. If the defense is cheating, then we'll ask him to slip. В общем, в некоторых случаях действительно игроки могут быть одного размера, одного роста, но в основном это зависит от того, как играет защита. То есть, если защитник пытается как-то обмануть, то нападающий тоже Понял. не ставит заслон, а начать провалиться. Хорошо, все. Если игроки соображающие, возможно, делать самостоятельно. Вопрос в том, что существует мнение, что людей до 40 если различных комбинаций команды разучивают. И какой смысл учить все эти комбинации, если в этой ситуации у умных игроков есть самих варианты развития ситуации. Great question. Это отличный вопрос. Because every night we see a different defender and a different defense. Потому что в каждой игре нам встречаются различные защитники и различные модели защиты. And we have 82 games in 163 days. У каждой команды по 82 игры за 163 дня. So to practice and refine what we need to do from the game before, we may not have time because we may be flying from Chicago to New York and only have 18 hours in between games. У нас может быть такая ситуация, что между двумя играми будет всего лишь 18 часов, и в это время нам еще лететь из Чикаго, например, в Нью-Йорк. И по большому счету отработать какие-то, исправить то, что было накануне, у нас не получится. And through a course of the season, most teams will scout your previous 5 games. И во время сезона, как правило, команды, с которыми вам предстоит играть, будут анализировать ваши предыдущие 5 игр. And you'll have a scout that's live at the game. У вас на играх, как правило, приезжают скауты команды смотрят игру вживую, Who's catching all of your calls которые следят за всем, что вы делаете, and writing down the plays. и записывают различные ваши комбинации. And then we have videos that are broken down offense, defense for those 5 games for the assistant coaches who do the prep work for an individual game. И потом они разбивают все эти моменты защиты на нападение, и помощники тренеров рассказывают игрокам, как играть индивидуально против игроков, как играть командно. So throughout the season, we are putting in new sets so that the teams that are playing against us don't know possibly what we're going to do. Поэтому во время сезона мы каждый раз придумываем новые комбинации, чтобы команды, которые будут играть против нас, не знали новых комбинаций. So by the end of the season, we may have 100 to 120 different sets. Поэтому к концу сезона у команд появляется от 100 до 120 различных комбинаций. But the ones that we've used early in the season probably aren't the ones we're using later in the season. Но, как правило, те комбинации, которые мы использовали в начале сезона, мы уже не используем в конце сезона.
way that we look at the 24-second clock is from 24 to 18 to get the ball across half court. Значит, So from the shot clock, 24 seconds to 18 seconds, we're probably going to be getting in a second. значит, для того, чтобы начало такое, когда мы смотрим на счетчик 24 секунд, нам необходимо перевести мяч в передовую зону до того, как на счетчике будет 18. And then from 17 to 9 seconds of the shot clock, we're looking to run a set. И после 17 до 9 мы смотрим, как можем разыгрывать комбинацию, чтобы довести мяч бросающий. Then with 8 seconds or less, we're looking to get the best shot we can with what's left. Потом последние 9 секунд мы используем на то, чтобы предоставить возможность игроку для самого свободного броска. No, it can be completely different sets. По поводу того, что возникли вопрос, что сильно меняется там какое-то одно движение, за счет этого меняется вся комбинация, нет, это может быть абсолютно разные комбинации. Да, у каждого свое мнение даже. Какие-то еще вопросы? Спасибо. Сейчас надо 3 маленьких игрока, которые будут играть в нападении, 3 маленьких игрока, которые будут играть в защите.
Okay, so right now we're going to put in our rules so they know what they're responsible for. Сейчас мы будем что отвечать. Okay, the first thing we're going to talk about, I'll call the pickup area. Первое, о чем мы будем говорить, это так называемая зона пикапа. The pickup area starts one step beyond the three-point line. Эта зона пикапа начинается где-то в районе одного шага от трехочковой зоны. So at that point, we should be close enough to our player so that we're effective with the stick position Joe talked about yesterday. Начиная с этой зоны, мы должны быть достаточно близки к своему игроку, и мы останемся достаточно близки, чтобы быть эффективным для этого действия броску. So the ball is here, the defender must be arm's length. Поэтому, когда мяч находится здесь, защитник должен быть как раз на этом расстоянии, как показывал вчера Джо, на расстоянии от игрока. Okay. Then we have the ball control areas, scrums away. Еще у нас есть зоны контроля мяча, которые находятся под углом кольца. Close out. Okay, good stick position. No middle. No middle. Очень хорошая защитная стойка, рука должна быть обязательно. Then we have areas of the court that we want to push the penetration. И у нас есть зона на площадке, в которой мы хотели, чтобы нападающие начали движение. The defender's responsibility to defend from 3 dribbles, and the angle of attack needs to be outside push points. То есть наша задача, чтобы через 3 удара пол защитник так загнал нападающего, чтобы он находился под тем углом, под углом уже очень близко к корзине. Okay. Dribbles baseline, defender must be able to put baseline. Slide, and that's it. Okay, outside, you should be able to meet him at the baseline, outside his push point. То есть, когда игрок начинает движение в сторону лицевой линии, защитник должен давить его так и заставить его перемещаться к лицевой линии, и он должен сделать все, чтобы они оказались за вот этой вот отмеченной зоной. Swing it back, okay. Same thing here, baseline, outside the push point. Now, one dribble and crossover. Ты сейчас делаешь один удар, потом меняешь направление и идешь в центр площадки. Dribble, crossover, drop, step. You want to keep them outside that push point at the elbow. Задача защитника сделать так, чтобы мяч не оказался внутри вот этой вот метки, то есть он должен быть все время занят. So our driving angles are never sharp angles penetrating into the paint. Поэтому мы должны, защитник должен сделать все, чтобы нападающий не мог под таким углом, чтобы оказаться в ограниченной зоне. Okay, ball back on the wing. Two big defenders, two small, or two big offensive players, and defenders. Теперь нам надо два больших игрока, которые будут команда нападающих, два больших игрока, которые будут команда защитников. Okay, ball on the wing. Мяч справа. Come to the post. Игрок идет закрыть. Hard three-quarter in the front. We want him to step out and catch outside his push points. One step off the block. Твоя задача сделать так, чтобы он получал мяч за вот этими зонами, то есть как бы в одном шаге от ограничивающей зоны. Okay, so come across again. Okay, good. Catch one step off the box. Мяч это в районе одного шага от ограничивающей зоны. Now come to the elbow. Wide. Okay, he comes to the elbow. We want to push the catch out at the elbow. We don't want him to catch here. Теперь вот этот игрок перемещается на угол
ключевой сезон, и он должен получать мяч здесь. We want to catch here. Мы не хотим, чтобы он получал на углу, мы хотим, чтобы защитник сделал все, что он получал за ключевой сезон. So no, again, penetration, angles of penetration, no paint, and no paint catches. Нам очень важно, чтобы нападающие игроки не входили в ограниченный сезон. Также защитникам очень важно, чтобы они не получали мяч в ограниченный сезон. Okay, so we're going to do a drill now that works on all these different situations. All right? Поэтому мы сейчас сделаем упражнение, которое помогает защитникам именно не допустить того, что мяч пришел в ограниченную зону. Okay. One player with the ball, that's the player here. У нас белая команда. Switch. One offensive player here. No, I want you to go. Okay. One offensive player here. Everyone else in the line behind the top. Все остальные. Everyone else. I want to show them how to show them how to put it. So everybody else. On the court. The guys on the court. Everyone behind. Besides these guys and these guys. Everybody behind. Значит, все остальные за остальными. Okay. Go. Offensive wing started out here. Начинается нападение вратаря. Okay. Well, first, come up in a little bit. Really fast. Wing deny. Wing deny. Catch the wing. Offensive player is going to go out, back, out. On the second one, he gets the catch. Значит, нападающий в этом упражнении должен ходить сюда, возвращаться обратно, еще сюда, обратно, и второй раз он должен получить мяч. Okay. You okay. Deny. Move it. That's it. So again, work on denial on the wing, out and back, out and back. И позиции того. Okay, that's the wing. Next person in line. Where's the line? Последующий будет по очереди. Следующий по очереди. We're going to hard three-quarter. Hard three-quarter. One step off the box for the catch. У нас здесь жесткие четверти, и наша задача выходить из ограниченной зоны. Okay, not there. Throw that. Okay, now you go away. Теперь ты уходишь. Ignore. As he goes away, you're still in a defensive position. I'm sorry, I forgot. Back here, in the post. Dribble baseline. Ты начинаешь движение в излучение, и защитник оказывается спереди игрока. Ты красавчик, только показываешь. Через 1-2 секунды он должен зайти. As he goes away, you see ball and man, right? Ball and man. После того, как уходит, начинаешь проход, ты начинаешь проход в зону, а потом вернуться обратно. Защитник смещается и закрывает игрока. You're then going to flash. Теперь ты проходишь. Okay? After I deny the flash, you're going to go back door. После того, как защитник рождает передачи, ты делаешь шаг. Okay, so let's walk through it. Сейчас мы все повторим, он будет еще раз рассказывать. Уходишь сюда, обратно. Получаешь мяч, возвращаешь обратно. Еще друзья. Готов. Проход. Flash.
in one drill. То есть в одном упражнении на защиту вы увидели, что почти все варианты защиты мы использовали. Okay, so let's do it again. Поэтому это еще раз. You be on defense. Ты будешь защитить. Четыре больших игрока. С этой стороны. Вы двое с вышек. Вы должны будете отдавать передачу. Все правильно? So this is a breakdown drill defensively with each specific situation that each player can see on the court. В общем-то, это то упражнение для защитников, которые определены почти все варианты защиты, которые могут случиться в площадке. So if you have a team, you can play 8 players on each side of the court, involved 4 at a time, and work through the drill. Поэтому, если у вас баскетбольная команда, вы можете зависеть от минимум 8 игроков одновременно, по 4 на каждой стороне площадки, чтобы делать это упражнение. Okay? So again, that's individual defensive drill. Now we're going to work on a shell drill, which is 4 on 4. And the goal is, again, no paint. Сначала это было упражнение для индивидуальной работы защиты, сейчас мы будем говорить о командной защите, и там будет 4 на 4. И опять-таки основная задача не допустить игрока с мячом в ограниченной зоне. Нам надо 4 глубоких, 4 белых. Один большой игрок в каждой команде и 3 маленьких. Белые это нападение, если играть защиту. This is called a shell drill. What we're going to do to start is not play defense, just pass the ball around and get into proper position. Сначала, что это упражнение называется упражнение рамочка, shell drill. Мы будем сейчас защита просто играть в защите, просто мы должны понять, какие позиции мы занимаем в этом упражнении. Okay, so here. You're going to ask the ball, proper position, no middle, stay. Во-первых, ты должен опускать центр защиты, и ты должен всегда держать это прямо. Немножко ближе к кольцу. This end, we are not in denial. This drill is no pain, no pain. Основная задача этого упражнения не допустить игрока в личную зону. So I'm off my man, so that he does. Beat middle, I'm here, if he passes, I go one way. Поэтому этому игроку надо помочь, что есть игрок, которого он держит, но в то же время он должен помешать игроку с мячом войти в ограниченную зону, поэтому где-то вот здесь вот страховку. Еще.
стоит важно в том, что основная задача этого упражнения не допустить игрока с мячом в ограниченной зоне. Okay? Pass to the wing. Передача в зону. Stick. You fall off. He comes middle. You stay. If he comes middle, you're here. You fall off. If he comes baseline, you have to stop him outside the baseline. Если игрок с мячом начинает находить, вы должен остановить его на лицевой линии. You have to guard him and him. Split Тогда him. ты должен выше свое внимание уже двумя. Baseline should open up so you can see his man and the ball. Лицевая должна быть открыта, он должен видеть своего игрока и игрока с мячом. So if he dribbles baseline, Если он начинает ведение вдоль лицевой, okay, kick back out. передача, Okay, everybody in position. Your middle drive, you go back out. ты обратно поднимаешься, You're in, Mason comes this way, ты okay? ходишь All right, swing it. и идет передача. Yeah. Okay, swing it. In, here, you see, come back. There we go. Perfect. Baseline drive. Ты начинаешь обратно по лицевой, We're here to stop, okay? Kick it back out. делаешь передачу обратно, Get to the top. Move over. поднимаешься в центр. Many coaches play in many different ways, but if he's able to drive, pass his man down towards the lane, we are going to buy stop right here. Если разные тренеры играют комбинацию по-разному, но если нас игрок начинает находить в ограниченную зону, мы должны останавливать его тело таким образом. We understand that these are shooters on the wings. We're going to give them an easy shot. Мы понимаем, что у нас сбоку остается снайпер, который может свободно бросить. And you as coaches can decide if you want this man to stunt and get back to his zone or to body stop and protect the paint. И тренеры должны сами решить, чего они хотят, чтобы игрок оставался в ограниченной зоне и защищал ограниченную зону ввода мяча сюда, или остался своим игроком и не давал возможности для свободного броска. Penetrate down the lane. И давайте You would be in. ты подходишь сюда, Okay. Back up top. снова возвращаемся на середину. If he beats the middle, beat the middle. You're in. По центру. You're in the body stop. У нас игрок смотрит You're in between stunts. Get back to your own. ты смотришь между двумя игроками и потом возвращаешься к своему игроку. Alright? Okay, so now we're going to play live. Here's how we're going to do it. Start up the top. Сейчас мы сыграем положение по-настоящему. Swing it. Ты делаешь передачу. Everybody in position. Swing it back. Делаешь передачу обратно. Position. Swing it back. Позиции. Передача Here. сюда. And then baseline drive. И вот так мы And we play basket or defense. И мы заканчиваем положение либо попадание в кольцо, либо отбором защиты. Swing it back, baseline drive. То есть передача на угол, передача на другой угол, проход перед собой и бросок. And again, the goal is no paint. Baseline drive, opposite wing. Get over here. Alright? Middle drive, top small. Top perimeter player is in here. Okay? Ball up top. Drive left. Into the lane, stop. Drive right. Into the lane, stop. Если у нас маленький игрок начинает проход, то у нас идет здесь. Alright? Sometimes, baseline penetration. Let's go here. Иногда может быть проход Baseline на penetration. If he skips it. если он делает передачу First pass, go to his home. Okay? пока он попал, ты должен возвращаться к своему игроку. If he skips it, corner. Если он делает передачу по площадке, опять он попал, ты должен возвращаться к своему игроку. Back here again. Куда мы возвращаемся, да? If he
skips his corner. Если он делает передачу на угол, вы меняетесь соперником. How are we going to know how, as you as players, how are you going to know where to go? Как игроки должны понять, куда вы должны встать? Got to communicate. Вы должны разговаривать. Got to point. Вы должны показывать друг другу. Got to be ready aggressively to recover. Вы должны быть готовы к тому, что вам быстро занять ваши позиции. Okay? Go. Swing it. You swing it back, and then baseline drive. Мы делаем одну передачу, другую передачу, уже потом у нас проход по лицевой. Slowly on this first swing. Slowly, so everybody's in position, then it's live. Сначала мы делаем не очень быстро, чтобы все знали, какие позиции занимать. Okay, stop. Okay, now white team, I want you to aggressively swing it around and try to score. And this drill is about catching and penetrating. So when you catch and go on the recovery and the closeout, that's what we're looking at. Значит, сейчас я хочу, чтобы белая команда агрессивно начала играть быстро, и чтобы она пыталась завершить упражнение бросов. Если кто-то может войти в отмеченную зону, пусть делать и бросать. Теперь нужна еще одна команда, 4 игрока на искусственной площадке. Мяч у Переду. Вы занимаете позицию на площадке. Это 4-4-4. Все играют четвером. Мы делаем то же самое, что не надо, что вы делаете до этого. Если вы забиваете, вы остаетесь с мячом. И вы продолжаете играть. Если защитники
Defense is off. Если защитники берут мяч, то они уходят. I'm the coach. After you're going to stop, you're throwing me the ball. Задача защитников в том, чтобы вести мяч до тренера. I throw it to them. They come in on offense, defense. Я даю мяч другой команде, та команда, которая играла перед защитниками, а новая команда станет перед командой. And this is done quickly. И все это должно быть сделано очень быстро. So the offensive team has to be ready to move quickly in defense and communicate who their man is. Поэтому команда, которая только что играла в нападении, должна быстро перейти в защиту и друг другу сказать, кто кого держит. Team that comes in, come in anywhere. Та команда, которая заходит в игру, она может занимать любые позиции. But you must talk to each other and pick up your man and make sure everyone knows where they should be. Но новые защитники должны разговаривать друг с другом, чтобы знать, кто кого держит и кто где должен быть. Okay? Ready? Okay, we're live. Okay, drive, get there. Up front. Again, go. You guys, there your wife. Drive. Okay, get people in. Okay, good. Guys, good job. All right, those were a couple drills in which we tried to implement the rules of how we're going to play defense. Again, no paint, penetration, communication, and the turnover of the teams as you go 4 on 4 on 4. Again, there's... Тех упражнений, в которых мы использовали основные принципы защиты. Во-первых, не даем игрокам войти в зону. Мы должны быстро опять передачи после подбора. И мы все время должны играть по свободе. So, any questions you may have about what we just went over? Какие вопросы у вас есть по тому, что мы только что обсудили? Yep. Хотелось бы посмотреть вашу работу, самообучение. То есть с игроком первого класса играют защитный блок, успевает закрыться. Но здесь находка, так сказать, и действует. Значит, вопрос, еще раз задаю. Это была классическая форма защиты, когда первого класса играет защита. Какая методика обучения при игре, когда защитник не дает получить передачу? Игра по первому классу. Undenied. Okay. Couple things. Tomorrow, we're going to have some defensive sessions on how to guard the pick and roll, how to defend transition, how to defend double teams in the post. Завтра мы будем говорить о различных защитных моментах, как противодействовать заслону, как противодействовать большому игроку в позиции центра.
So today was just to lay basic classical defense concepts of the rule, no paint, no sharp angle penetration. Поэтому сегодня у нас была основная задача просто будет, как говорится, классические основы защиты, что мы не даем игроку войти в ограниченную зону, и мы не даем им возможность проходить операцию. But to answer your question, back cut, screen away, try to get people open, dribble handoff towards the defender. Those are ways to beat a denial defense. То, что отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что существует много способов противодействия на такой защите, о которой вы говорили. Это и хендофф, это и... Dribble towards the defender. Это ведение в направлении защитника. If they're in a denial defense, well then weak side has to be, whoever's weak side has to be in to guard against back cuts. So one screen away, you're zoning up. But if you want to be more aggressive and push out, you have to make sure your backside of your defense is available to help on back cuts, that type of thing. Здесь очень важна слабость врага, которая без мяча, потому что очень важно, чтобы не было бэккатс, не было... Backcuts or part. I'm just screening away and so forth. You've got to have help defense on the backside. В общем, здесь основное, что должно быть, это помощь защитников на слабой стороне, на стороне без мяча. I don't know if we're going to talk about denial defense and aggressive defensive concept or not, other than there's different ways we guard the pick and roll. Я не думаю, что это сильно будет отличаться от того, что мы используем при защите пик-н-ролла. We have 3 days. We don't have a training camp, so we have to pick and choose what we went over. We got some direction from the federation on what they needed, they would like us to do. Большой лагерь, где мы можем обо всем говорить, и то, что нам дала федерация, мы потом еще рассказать. Действие защиты против игрока в поле. Вот прессинг, вчера I don't know if that's in the mix, but we can talk about it. Well, I think he should talk to Sergey to find out what they would like us to do tomorrow. Пожалуй, нам обсудить просто программу с Сергеем Николаевичем, о чем бы вы хотели действительно завтра говорить. Any other questions? Okay. Cool. Короткий вопрос. Сейчас повторю. Как работать методически? Или чаще останавливать и разъяснять? Или дать немножечко самостоятельного принятия решения? Что лучше вообще? Вопрос, когда мы тренируем защиту. Стоит ли каждый раз тренеру вмешиваться и исправлять ошибки, часто останавливать? Или дать им возможность играть и потом уже говорить об ошибках? Чисто методически, что лучше? Как лучше воспринимается обучение? Как лучше воспринимается подход? Where I coached Houston Rockets last year, when we would practice, and we were practice defense, the head coach has the right to stop the continuation of play. Когда я работал в Houston Rockets в прошлом году, и когда мы занимались тренировкой защитных действий, у старшего тренера была право в любой момент остановить упражнение, чтобы его скорректировать. I, as an assistant coach,
have a right to sub in the player for the player I want to talk to. So I can bring them out and talk to them specifically about the play while practice continues. Я, как помощник тренера, мог вырвать одного игрока из упражнения, чтобы дать ему какие-то конкретные установки, в то время как тренировка продолжалась. But the coach I worked for as an assistant was a very big believer of having pace through practice. Но я, как тренер, считаю, я верю в то, что в тренировке должен быть постоянный ритм, должны ее прерывать. I, as a player, when I was older and played, my last couple years, Когда я играл, когда я уже был возрастным игроком в своих последних годах своей карьеры, I played for a very good coach who stopped practice all the time. я играл у одного очень известного и очень хорошего тренера, который постоянно прерывал тренировку. We were very fundamentally sound, and he was a stickler for making sure we followed the fundamentals. Огромное внимание уделял основам, поэтому он постоянно прерывал тренировку, чтобы убедиться в том, что мы четко следуем тем основам, которые он дает. The only bad thing for me was I was older and I got stiff, and it was hard to get through that practice. И единственное, что было плохо для меня в тот момент, я был уже ветераном, и мне было очень тяжело в ритме работать. But it's my responsibility to continue to practice and do the best I can. It's coach's prerogative on how we should practice. Но в любом случае это решение самого тренера, как стоит тренироваться, останавливать тренировку и не делать. Anybody else? Any questions? Okay. There was a request for some rebounding drills and teaching fundamentals of rebounding from someone yesterday, and I'm going to do a couple. Rebounding is a tough thing to drill. Again. But what I do with my players is I go through a series of 5 things that they want to accomplish, and then we do a few box-out drills. То, что я делаю со своими игроками, это я даю упражнения на 5 основных моментов, которые могут помочь при подборе, и потом я даю упражнения на боксах. Okay? I need 4 bigs and 2 rings. Нам нужно сейчас 4 больших игрока и 2 маленьких. Сигма сейчас защитник, и будешь бросать. Okay. Fundamentals of rebound. Сейчас объясняю основы подбора. Our rule is no paint catch. Нам главное, чтобы основное правило, которое мы помним, не допустить никого в ограниченной зоне. So I always start in a good defensive position. Поэтому я начинаю с хорошей защитной позиции. Which is to push the catch away from the elbow. Основная задача этой позиции в том, чтобы не дать нападающему получить мяч в ограниченной зоне. If he was in the low post, still good Если он был position. ниже кольцом, If he drives towards me, и игрок с мячом I'm in a будет position to stop. So my defensive responsibilities have not changed. я могу сместиться, чтобы он помешать ему. В общем-то, моя основная задача допустить никого в ограниченной зоне остается той же. So the shooter is in a position where he's beaten his man, and he's going to be aggressive and have an opportunity to shoot it. В этой ситуации у нас игрок с мячом уже в той позиции, когда он обыграл своего соперника, и он может совершить бросок. And because I have good vision of the play and can anticipate what's going to happen and still in a good defensive position. И с учетом того, что у меня хорошая видение площадки, я могу предположить, что произойдет в дальнейшем. So I anticipate a shot, which means at that point I'm going to try to get into
into my man's body. То есть я вижу, что происходит на площадке, я могу предположить, что, скорее всего, маленький игрок совершит бросок, и поэтому уже в этот момент я могу начать контактировать со своим соперником. My goal is to get contact with my man as soon as possible because I don't want to have to look at him anymore in that play. Моя задача создать контакт с ним, связано с тем, что мне необходимо его чувствовать, потому что в тот момент, когда я совершаю контакт, я уже после этого не должен на него смотреть. Because I want to then pick up the flight of the ball. Потому что после того, как я перестаю на него смотреть, я должен следить за полетом мяча. At that point, I make contact, vision to the ball. В тот момент, когда я создаю контакт со своим соперником, я начинаю смотреть за полетом мяча. And go get it. И после этого я должен пытаться сделать. I was a good rebounder in the league. Когда я играл в лиге, я был очень хорошим футболистом. But in order to do that, I had to be able to go get more than just the ones that came to me. Но для того, чтобы сделать, я должен был делать больше, чем многие из тех, кто мешает. So I had to anticipate where the ball was going to come off. Поэтому мне было очень важно чувствовать, куда может отскочить мяч, предположить, куда будет отскочить мяч. And the only way you can do that is by learning to pick up vision of the ball. И единственное, как вы можете научить себя угадывать, куда отскочить мяч, только в том случае, если вы следите за полетом мяча. Which gives me timing as it hits the rim, gives me a sense of which way it's going to come off. And then I try to beat everyone else there. Потому что если я вижу, как летит мяч, я могу предположить, как он отскочит, куда он отскочит, и занять ту позицию, когда он будет отскакивать до того, как он отскочит, до того, как он там окажется. Any questions on that? Есть ли вопросы по тому, что я сейчас сказал? Good defensive position, vision, contact, vision again, fly to the ball, go get it, and last, shoot it one more time. То есть очень важно в этой ситуации, чтобы была хорошая защитная позиция по отношению к игроку, после чего вы также видите игрока с мячом, когда он начинает совершить бросок, вы входите в контакт и видите уже, смотрите на своего игрока, смотрите на мяча и предполагаете, куда он отскочит. When I get the rebound, I do not go like this. Как только теперь следующее, когда я получаю, когда я делаю подбор, я не должен сливаться, не должен делать то, что ты сейчас сказал. Chest it, look down court. Первое, что я могу сделать, это посмотреть на площадку. If I'm defended, I can clear with the dribble. Если передо мной защитник, я могу пытаться освободиться при помощи ведения. And start the break. И начать быстро. And when I was older in my career, 34, 35, I like to start the break. И когда я уже был опытным игроком, когда мне было 34-35 лет, мне очень нравилось с подбора начинать быстрее. Because the layup would happen, and I'd only have to come to here. Потому что атака уже закончится, а я буду пока еще только вот здесь. И мне придется бежать. Question. Значит, нужно ли ставить спину или контакт с игроком, или достаточно просто It depends where he's on the court. The farther out he's on the court, I want to go this so that I can go towards the basket. все зависит от того, где находятся эти игроки. Чем дальше он от площадки, чем дальше он находится, тем достаточно поставить руку, чтобы сразу идти в сторону кольца. But if it's closer in or he's a very strong player, rebounder, I will use this. Но если это очень близко под кольцом, если противодействует мощный нападающий, то, конечно, он будет ставить спину. If you push me, face me and push me. No, hold on. Face me, face me, face me. Okay. So if I'm like this, he pushes.
Если Сигма находится в такой позиции и наш игрок его толкает, I don't have as much leverage as I do like this. у меня меньше преимущества, чем если бы я стоял в такой позиции. Вы видите, что сейчас он не может такого. Check, maybe this. Shaquille O'Neal, maybe this. Для Шакила O'Нила достаточно поставить просто. Okay? Если я играю в Шакила. Okay. I mean, offense, defense, defense. Okay? Защита нападения — то же самое. I need one more shooter. Who's a shooter over here? Нам нужен отдельный снайпер, человек, который хорошо бросает. You want to be opposite me. Opposite me. Okay, you're not going to stay up. You're going to go down the middle on one side. Ты должен действительно Okay, so go on. Okay, what I'm going to do is, I've got the ball. I'm going to check for a good defensive position. Is it eye on the elbow? Сейчас я должен проверить, насколько хорошая защитная позиция. Weak side defense. Даешь ему пойти в зону, принять его подальше от угла. So, if I shoot it, Если я сейчас брошу, you get contact, ты должен создать контакт rebound. и идти на подбор. Okay? If I grab it, Если я начинаю подбор, you got to be in, you stop the drive. On the tip, shoot it, you got to get back to your man for contact and shoot. если Okay? я прохожу эту передачу, должен был создать контакт и следить за подбором. Okay? If I have, go on that. If I have the ball here, you're in defensive position. Если меняешь действие в защитной позиции, I swing it, you must get back. He shoots it, you must get back to your man for a box out. тебе необходимо вернуться к своему игроку, чтобы блокировать, чтобы вставить ему спину. One rule on the box out. If your man is way out, Если you're not staying there. ты можешь здесь не стоять. Especially if you're out of the wing, you're small, get through the elbow area. Особенно маленьким игрокам лучше ходить через угол, через зону и делать зону. Okay? All right, we start with the pass set. We start with the pass set. Either one of those. Начинаешь с паса и бросаешь. Okay, good. Again. Еще раз. Снайпер. Наверное, лучше я просто, когда у нас точно будет подбор. Okay, turn around. Хорошо, меняется защитники нападающие. Okay,
So again, that's kind of a way where players have to react to the offense. Итак, напоминаем, что защитники должны реагировать на то, как играют нападающие. They recover to their man for contact. Они должны возвращаться к своему игроку, чтобы чувствовать контакт. And again, then go get the rebound. И они должны, разумеется, идти и делать сам подбор. Okay? Pre-game. We have shoot-arounds. We have our organization in the morning. Теперь мы поговорим о том, что происходит перед игрой, совещание, которое происходит перед игрой. Мы обычно собираемся утром. So we're not as live a situation as we would be at a regular practice. Это не совсем то, что берутся на настоящей тренировке. And then we go through just a footwork drill on rebounding. И мы работаем только 10 минут и на подбор. And this is it. Offense, defense over here. Okay, same thing. It's not live. You're going to kind of try to work your way in slow. Вы сейчас делаете все не быстро, а сочинение, чтобы не игровать. The goal is to recognize penetration and react. Твоя задача понять, что он начинает делать проход и среагировать на это. And when the pull-up shot happens, you get back for contact and get rebound. И когда здесь будет происходить ситуация доска, ты должен будешь здесь контакт и попытаться сделать пробор. Okay, so I go like this. No, you stay there. Okay? You stay there or go flat. Или ходишь в поле свой день. I go to contact. I pick up the shoe. You don't contest. You're coming this way, step two, because I don't go all these things. Когда он начинает движение сюда, то есть ты должен сместиться, но ты не должен быть до конца, потому что он не делает проход, он останавливается здесь. So you go in, not towards it. Ты просто выходишь в личную зону, ты не пытаешься блокировать. У вас какой баскетбол? Давайте сейчас обсудим то, что мы сейчас все увидели. Offensive man is playing games, playing a drill, and he's way out over here. Тот, кто играет в нападении, он выполняет движение, он находится где-то вот в этой области. And as I'm getting ready to shoot, you must see me. И как только я готов бросить, ты должен это увидеть. If he was closer, Если бы он был ближе, closer, you can get body contact. тебе уже мог бы почувствовать его, создать контакт. If he's further out, Если он находится намного дальше, and you go for body contact, и ты идешь, чтобы and I shoot чувствовать, for body contact, the ball is off the rim, а мяч and you were out there. а ты ушел очень далеко. You're too valuable to be out there. Нет смысла тебе быть так далеко. So you go out a step, he's too far, you turn around and go for the basket. Если ты видишь, что происходит бросок, а твой игрок очень далеко, тебе не надо идти к нему, тебе наоборот надо идти к кольцу и пытаться сделать подбор. But for the sake of the drill, we're going to have you stay inside, one step off the lane. Но для того, чтобы это упражнение работало, чтобы мы правильно выполняли упражнение, тебе надо стоять в районе одного шага от ограниченной зоны. And preferably low. И ближе к лицевой точке. Okay? Come. Go get it. Finish with the rebound. И важно, чтобы это упражнение заканчивалось тем, что защитник держит подбор. Another way to work, at least with fundamentally on rebounding, where Это упражнение помогает работать над основами, которые необходимы для того, чтобы делать подбор. one of my responsibilities during our practices, as far as being in charge of our bigs, Одна из основных задач, которые ставились во время тренировок, это я занимался работой с большими игроками. and through film, И изучал видеозаписи. is
recognize who is going after what percentage of rebounds. И смотрел по видеозаписям, у кого из игроков какой процент реализации после чего будут необходимы подборы. And if adjustments need to be made, it's my responsibility to deliver the message. И я должен был именно для игроков донести эту информацию. And then we'll work on specifics to improve that. И тогда мы могли бы работать над моментами, как это улучшить. What I do know about rebounding is that it is a 5-person responsibility, 5-player responsibility. То, что я точно знаю по поводу подбора, то, что ответственность на них лежит на всех 5 игроках. We call that we must gang rebound. Мы говорим, что в любом случае должны сделать этот подбор. Okay? Any other questions? Есть еще вопросы? Все, так сказать, подвержено статистике. Скажите, пожалуйста, учитывая и там, и есть ли такая статистика, у нас существует 3 точки атаки условно, лоб, 45 и есть в связи с этим определенные точки отскока при броске, да? Есть ли эта статистика в NBA и учитывают ли они эту статистику при работе подбора? Второй вопрос. Значит, в NBA все подвержено статистике. Есть 3 точки броска, это лоб, под 45 и угол. Есть ли какая-то статистика по поводу того, куда чаще всего из каждого источника идет отскок и какую позицию занимается при подборе? He's talking specifically from a three-point shooting perspective. Вы говорите только о бросках с прыжковой зоны или с периметра? We do keep statistics. У нас действительно на этот счет есть статистика. And we prefer to give up the wing or top three-point shot. И мы предпочитаем, чтобы у нас игроки бросали под 45 или с центра площадки лоб. Because of 2 things. Conversion on the shot made the shot. По 2 причинам. Во-первых, это более результативно для игроков нападения. And the offensive rebounding opportunity for the opposing team. И For the offensive team, yeah. и больше вероятность того, что подбор в этой ситуации для команды нападения. So, basically, we feel that the corner 3 is tougher to, or they make more of them, and it's tougher to get the defensive rebound. They make more, plus they get enough offensive rebounds to improve their percentage. So when you play defense, you want them to shoot from the wing or from the top? Yes. I I don't want them, we prefer. Значит, наоборот, говорит, что когда бросок идет в лоб или под 45, возможности у защитников взять подбор больше. Когда они бросают с угла, возможность у защитников взять подбор меньше. Во-первых, защитные действия команды направлены на то, чтобы не дать бросить с угла. But the question is complicated because of rotations and which situations you can get the shot contested, best get the shot contested. Но ситуация достаточно сложная, ваш вопрос достаточно сложный, потому что очень сложно предсказать действительно, куда будет отскок. Дело в том, что есть голая статистика. У нас в России все время комплекс изящной группы, так называемая. Эта статистика была. К примеру, мяч, бросок 45 градусов, процентов на 70, что этот отскок пойдет 45 сюда или 45 туда. Угол падения равен отражению. Лоб, как правило, если отскок идет в лоб, с угла отскок идет в угол сюда или туда переводится. То есть такая статистика была. Если даже такая статистика, и учитывают ли они при броске с 45
Сейчас. Statistics. Yes, exactly. We use those statistics, and the coaches get specific statistics from our staff on how we're defending the three-point shot from each of these situations, how many offensive rebounds are being produced for the opposing team in these types of situations. Да, у нас используем эту статистику, и более того, наши тренеры получают информацию от своих ассистентов, как другая команда, с которой мы будем играть, какие подборы нападения они берут, чтобы мы тоже знали, как действовать это, потому что мы действительно используем эту статистику, о которой я сейчас говорил. So I do a game plan, a defensive game plan, in which I take in those hard statistics. И когда я планирую план защиты на игру, план работы моей команды, я использую вот эту статистику в том числе. Which says teams are more effective from the corner than from the wing. И эта статистика говорит, что трехочковые броски с угла, они более эффективнее, чем трехочковые по 45. But there's always a but. Но в любом правиле есть исключение. Ray Allen here, Ray John Rondo there. Ray Allen здесь. Ray John Rondo. Два. Who are we going to contest? Who are we going to choose to contest from the three-point line? Кого бы мы хотели больше защищать при бросках трехочковой зоны? It's Ray Allen. He's a great shooter. Разумеется, Ray Allen, потому что он хороший снайпер. So that's my point. There's no hard and fast rules. We take in information. В любом случае мы используем эту информацию. We evaluate the opponent. Мы оцениваем каждую команду в отдельности. We evaluate individual skills. Мы оцениваем индивидуальные качества разных игроков. And we create our rules for the game. И для каждой конкретной ситуации мы создаем план игры. Anything else? Можно еще вопрос? Вот опять же, когда два игрока сейчас только что были, можно ли показать правильную работу ног? Насколько я правильно понял, то есть вот пошел бросок, он вошел в контакт. И если игрок начинает двигаться, он ведь должен тогда либо вправо, либо влево ставить спину. И вот, или как это в НБА? Да, работа ног. Когда игрок атакующий пошел на подбор. Да. То есть вот мы вошли в контакт с атакующим. Если он стоит, вопросов нету. Мы смотрим, где там отсекаем, взяли подбор. А если мы вошли в контакт, и он начинает двигаться вправо или влево от нас? Нет, мы говорим сейчас про подборы, да? То есть, If he goes this way. Да. Если я начинаю в эту сторону, я разворачиваюсь в эту сторону, у меня есть кольцо. If he goes this way. Если я ухожу в эту сторону, Ну, это я разворачиваюсь в другую сторону, оно сохраняет, понятно. оно должен видеть кольцо. Понятно? Да, все, спасибо. All right. Ну, это без мяча. Time? Any more questions? Any more? Yeah. Какова методика обучения в борьбе за подбор при штрафном броске? Какая методика обучения в НБА за подбор при штрафном броске? One thing we ask of our guys is to make first contact if possible. And it's a little tough in the NBA because it's on the release and some people cheat. Мы первое, что мы учим наших игроков в любом случае на подборах, это создать этот первый контакт. И на приготовлении штрафных бросков это немножко сложно, потому что некоторые игроки начинают обманывать. We prefer to cheat if we can get away with it. Мы бы хотели, чтобы они обманывали, если с этим можно справиться. But our rule is, if your man goes, if you're on the defensive free throw line position, if your man goes, you have to go. Но у нас основное правило такое: если игрок, с которым ты должен будешь противодействовать на подборе, начинает движение, ты тоже должен уже начинать движение. And
The importance of the contact by both bigs underneath the basket is it gives our third man on the line the opportunity to be freed up to go get the ball off the middle or anywhere. Контакт, который производит два больших игрока, которые находятся ближе к кольцу, дает возможность третьему игроку, который из этой же команды находится на высоких часах, быть более свободным, потому что он держит и может быть сделать это поздно. So we want to tie up the low two. Ball comes off soft to us is good. Anything else, the third guy cleans up. Поэтому мы хотим, чтобы эти двое боролись за подбор, были достаточно агрессивными и жесткими, а третий мог спокойно взять подбор, если там идет борьба. All right, thank you. I think as a coach, you have to evaluate the players on your team to see if they fit that type of system. Я думаю, что как тренер мы должны оценивать своих игроков, чтобы понять, могут ли они играть в этом направлении. Because if you don't have a point guard that can push the ball or pass the ball quickly up the court, or you don't have wing players that are athletic and can run the floor, or a big man that can run the floor, it makes it hard to run. Потому что если у вас в команде нет маленького игрока, который может быстро перевести мяч или сделать хороший острый пас, у вас нет краев, которые тоже достаточно тактичны, могут быстро бежать, или у вас нет цифрового, который подвижный, может бежать от одного конца до другого, нет смысла играть вместо нападения. So you got to look at your team and your personnel and figure out what's the best system for you. Поэтому вы должны посмотреть внимательно на свою команду, на конкретных игроков и понять, какая система лучше для вас. And that doesn't mean if you don't have the personnel that you can't run fast breaks, but you just have to be able to look for opportunity breaks if you don't have a team that has the ability to push and run all the time. Поэтому если у вас нет игроков, которые будут бежать быстро, это совсем не значит, что вы не можете играть быстро и искать возможность завершения атаки. So, first off, fast break, obviously, when you're pushing the ball, there's no specific rules for fast break. Во-первых, вы должны понять, что нет никаких определенных правил, установок, как правильно переводить мяч в быстром прорыве. You have to have a team that you practice with every day that can read the situation on the court when the ball is either turned over or rebounded. Вам нужна команда, с которой вы тренируетесь каждый день, работаете над этим, которые знают, как себя вести в той или иной ситуации, после того, как мяч был подобран после подбора или была перехват. Or even if the ball is scored, you have to have your big man or whoever you designate to take the ball out react quickly to the made basket, get the ball out of bounds into your guard's hand as soon as possible. Или вам нужен большой игрок или любой другой человек, которого вы выберете, который после забитого мяча должен быстро перевести его в площадку и отдать быструю передачу маленькому игроку, который начинает быстро играть. And to be a fast break team, you have to play defense. И чтобы быть командой, которая в состоянии играть быстрым нападением, вам необходима команда, которая хорошо играет в защите. You have to rebound the ball. Вам необходимо правильно подбирать мяч. Because if you don't rebound the ball and they score, it makes it a lot harder to run. Потому что если вы не подбирали мяч, и забили, намного сложнее начать нападение. You got to force turnovers. Вам необходимо заставлять соперников терять мячи и делать перехваты. But forced turnovers not from trying to go for steals, but by pressure defense that creates steal opportunities for you. Причем это должно быть не за счет того, что вы просто выбиваете мячи, а за счет того, что вы постоянно давите на нападающих в защите, создавая тем самым возможности для перехватов. And also, you want to make sure that you practice different situations and transition every day with your team so players can read and react, depending on if it's a one-on-one situation, two-on-one, three-on-two, whatever the situation may be. И вам необходимо каждый раз тренироваться со своей командой каждый день, чтобы моделировать различные ситуации перехода из защиты нападения, какие бы ситуации это не были, 1 на 1, 2 на 1, 3 на 2, любые ситуации. So what I'm going to do now is I'm going to do a drill to warm the players up, a shooting drill, which we do every day at practice because it gets you a lot of shots in a short amount of time,
in transition. Первое, что мы сейчас начнем делать с игроками, это вот эти упражнения на разминку, которые мы делаем каждый день в наших тренировках, и упражнения на броске, потому что мы позволяем нам тренировать ориентаторов. So the basic, I'll set the drill up, but basically the drill is to try to score 100 points in 2 minutes. Сейчас просто покажем это упражнение, но вообще-то, то, как мы выполняем это упражнение, основная задача — это забить 100 очков за 3 минуты. That's the goal, is to get 100. And you're getting your 100 points out of, you get 1 layup at each end of the floor, then you have to have 2 jump shots. You get to score the points, you get a point for a layup, and then point for a jump shot. Значит, как мы считаем эти очки, мы даем одну очку за атаку быстрого отрыва. Два очка дается за каждый бросок, неважно, в быстром отрыве или это бросок в прыжке. With the NBA teams that we usually get between 110 and 130 points. Обычно команда NBA за 2 минуты успевают забить 110-130 очков. Нам нужны все игроки. Нам нужно 3 игрока на площадке, 3 игрока под кольцом, 3 игрока по площадке. Нам надо 3 защитника. Большие игроки должны быть по бокам. И с той стороны нам надо 2 игрока и 2 с каждого угла. И каждый линий должен быть мяч. Меняться местами. Ты отдаешь мяч второму игроку, то есть мяч находится у второго игрока. So what you want to do, you have to have at least 2 players down at that end. So you need, I think we have 15 players here. You can do it with less players, but it's hard. У нас сейчас, говорите, здесь около 15 игроков, можем выполнять это упражнение с меньшим количеством игроков, но это достаточно сложно. Okay, so what we do, you're going to get 3 shots. Okay, so as soon as he starts going, he's going to go and you're going to break out. Значит, что мы должны делать? У нас должно быть 3 броска, мы начинаем втроем, он начинает, вы должны ребята бежать. The point guard is going to throw the ball to whichever man. So typically we try to throw it to the big man. If it's a big man, got to sprint out, throw it ahead where he gets it, he's going to shoot a layup. Маленький игрок находится по центру, разыгрывающий обычно. Можно давать в любую сторону, обычно большому игроку, который должен сделать спринт, должен сделать быстрое ускорение и забить с прохода. Как только оказываются по бокам, они получают мяч, делают броски. Как только они отдали Значит, те, кто бросает, вы должны сделать подбор и отдать передачу игроку, который находится за лицевой линией. Если это должно вести мяч, он за лицевой линией. And then you can work on throwing the guards
then the players in the corners who have the balls need to make good on-time, on-target chest pass. А игроки, которые находятся за лицевой линией, которые отдают передачи другим игрокам, они должны следить за тем, чтобы передача прошла правильно, чтобы она была на уровне груди, чтобы игрок, получивший мяч, мог сразу отыгрывать и прыжки. Okay, you got it? Okay, so let's see, I'm going to time you, let's see how many baskets you can make. Мы засекаем 2 минуты и смотрим, сколько раз вы сможете, сколько очков вы берете. Кто из присутствующих думает, что эта команда сможет в 2 минуты забить 100 очков? Силы 40. В лучшем случае 40. С такими бросками. И также это очень полезное упражнение, потому что оно еще и поддерживает вашу физическую готовность и логическую готовность игроков, потому что, чтобы быть командой в быстром нападении, играть в быстром отрыве, необходимо уметь быстро бежать и после этого атаковать. Они сообразили, потому что уже с двух шагов начали получше забивать. Поначалу-то первые там And the better they'll get at doing it every day. Вы понимаете, что чем больше они будут тренироваться, чем больше они будут выполнять это упражнение, тем лучше будет результат. Because it works. One thing that it's big, really important to work on every day, and we do it with our NBA players, is working on layups. Потому что очень важно каждый день работать над проходами, и мы каждый день занимаемся этим с игроками. Another thing, as far as when you're a transition team, is when the point guard advances it up the wing, you want to be able to catch in rhythm and shoot. Очень важно наши игроки, которые бегут с края площадки, вместе быстро получить мяч и сразу после ускорения сделать бросок. So that's one drill. There's another drill you do. It's similar to that where you weave
You do a weave into it, a three-man weave into it. It's a similar drill. So now I'm going to talk to you about fast break situations. Basically one-on-one and two-on-two situations. Right now. One-on-one. So, first of all, any one-on-one situation, when you're practicing, you should put your bigs against smalls and smalls against bigs, having them try in different situations because that's what they're going to run into in game. Во-первых, когда вы тренируете ситуацию быстрого пробива 1 на 1, вам надо моделировать эту ситуацию с игроками разного размера, то есть большие против маленьких, маленькие против больших, потому что вы обязательно столкнетесь с такой ситуацией во время игры. So as an offensive player, when you're in transition, going one-on-one against somebody, you've got the advantage. Потому что or if you're a point guard or whoever, well, if it's big against small, it's probably not a advantage. But if, let's say it's a point guard or a perimeter player against any player in transition, they're going to be at an advantage. Обычно, когда игрок периметром, второй третий номер играет против любого игрока один на один, у него есть преимущество. So you may have created a steal opportunity and you're going one-on-one against somebody. You've got to be aggressive and take the ball to the basket because you should end up with two things. You should either get a score or a foul. Поэтому если вам удалось совершить перехват и вы выходите на один кольцо в быстром отрыве, ваша атака должна совершаться двумя вещами. Либо вы должны получить фол, у вас должен быть зафиксирован фол, либо вы должны забить 2 очка. And you have to be able to read the defense in front of you and where they're at and their angle they're at. И вам надо обязательно знать, где находится защитник, спереди вас и по каким углом вам он бежит. Because you don't want to go full speed if they're set planted in front of you and run them over, because then that's an offensive foul. Потому что если вы должны знать, где он находится, потому что если он находится впереди вас, и он смотрит на вас, вы не будете сломя голову бежать под кольцо, потому что вам в этом случае трудно поймать. So you should either get a score or a foul. So I'm going to set up a drill that we use to work on one-on-one situations, transitions. Сейчас мы расскажем упражнение, которое мы используем для работы на отрыва. So I need give me 2 lines on the baseline. Нам надо, чтобы игроки выстроились 2 линии на лицевой линии. Все расставятся впереди, за лицевой. Половина игроков здесь, половина игроков здесь. Okay, so how the drill works. Показываем, как работает упражнение. He's on offense. Это игрок нападения. He's on defense. Это игрок защиты. When I say go, you're going to dribble up. Когда я даю команду, начинаешь ведение, ты бежишь. He's going to dribble up, dribble around here. Ты ведешь мяч, ты делаешь крок вокруг стула. Ты обходишь с стороны. You got to get back on defense. You got to go as fast as you go, cut him off. And then what happens is it creates, when they're going against different people, different speeds and different quicknesses. И после того, как вы сделали вокруг стула, ты начинаешь играть защиту, ты начинаешь играть нападение, и с учетом того, что у нас есть разные игроки с разной скоростью, у нас возможно моделирование различных ситуаций. And what this does is because, as you see, everybody's going to get matched up against different people. И вы видите, что игроки просто встали, как они захотели, и получилось, что у нас игроки по парам разделились достаточно хаотично, то есть они будут играть против разных игроков. So it's going to create different situations, different angles. Sometimes the guy's going to have time to set up, sometimes he's not. Поэтому у нас будут создаваться ситуации, когда мы играем под разным углом, когда защита будет успевать изменить позицию, когда нет. It's going to put the defense in a situation
situation against other people, but it's also going to put offensive players, your big guys, in the situation to handle the ball and learn. Придется маленьким игрокам играть против больших, но в то же время небольшим придется правильно управляться мячом, чтобы играть против маленьких. Okay? So once it, let's say you're coming at, if you're just coming. So we get to this situation, depending on how the angle is, the defense's goal is to try to get in front of him and buy as much time to stop, make him dribble, do whatever, push him to the baseline until help defense comes. Вот в этой ситуации, когда защитник успел относиться сюда, его основная задача можно больше времени убить на то, как решать игроку сразу пройти в лицо, гнать его лицевой линии, чтобы занять время, чтобы остальные игроки успели вернуться в защиту. And try to buy time. So if you're on this side of the floor, you always want to use the sideline and the baseline as an extra defender. Поэтому, если ты находишься с этой стороны площадки, ты можешь использовать ближнюю боковую и лицевую линию как еще одного защитника. Вы можете делать то же самое упражнение по центру площадки, с стула или по центру площадки. Which obviously you've got to pick, the defense has to pick which way he wants to force that player. И в этой ситуации защитнику надо будет принять решение, в какую сторону он будет гнать своего нападающего. Whatever you do, you don't want to play straight up because then you give them both ways to go. Единственное, конечно, мы не будем просто стоять лицом к нападающему, чтобы тогда найти с любой стороны. So the goal of the defense is to buy time to get the rest of his teammates running his play in to make this guy shoot a jump shot and not a layup. И так основная задача защитника в этой ситуации – это убить как можно больше времени, чтобы другие защитники успели вернуться в защиту, и в то же время не дать игроку нападения сделать проход в кольцо, пускай он делает бросок в прыжке. And the offense is to try to score a layup or get fouled. А у игрока нападения задача другая. У него задача пройти и забить 2 очка, или чтобы на нем получили фол. Okay, so this will go. Давайте посмотрим. Okay, ready to go. For him, when he was coming off, his man was a little bit behind him. Когда ты ушел от стула, твой защитник был немножко сзади. In transition, you want to come off the pack. You ended up going, you started going like this, and you went back like this, and you get a chance to recover in front of you. Если ты играешь на защиту, ты не будешь показывать здесь основные движения, давая ему шанс на нормальную защитную позицию. On this side of the floor, as soon as you get around this cone, because you have to dribble with your right hand, you want to get it in his hand. He was coming around. В этой позиции, когда ты уже прошел стул, а защитник еще выходит из-под стула, ты уже переводишь мяч на другую руку. So you want to go, and if you start cutting off, you want to use your shoulder, use your body, it's not a foul on you. Ты просто продолжаешь движение под кольцо, и если защитник попытается мешать, ты входишь в контакт с плечом с ним, и, скорее всего, он будет фол. And if he hits you hard enough, it's a foul. If not, you get straight drive, pass for a leg. Если контакт достаточно серьезный, то это будет фол защитнику, а если контакт не сильный, ты можешь продолжить движение и завести кольца. This is a fast break drill to try to get you going one-on-one against somebody and reading the defense. Это упражнение именно на работу быстрого отрыва, поэтому должны играть так, как делать самостоятельно. There you go. Вот это было все правильно, и защитник будет зафиксирован на фол. Это была хорошая защита. Good D.
Отличная защита. Coaches, I would emphasize to the players that they can't go past this midpoint of the line. Most of the time, there's going to be somebody running down the court, and they're going to be coming down the middle of the court. So if you come there and be held, I would say they can rule that they can't pass because they cannot. Значит, еще одно дополнение к этому заданию. Когда вы играете на площадке, игрок нападения не должен пересекать воображаемую линию, которая соединяет два кольца. То есть он не должен переходить за центр площадки, потому что связано с тем, что, как правило, в быстром отрыве идет еще один игрок, который будет помогать, и ему нет смысла пытаться перед ним идти на кольцо. I'm not saying they can't come off and try to get down here, it's fine, but you want to try to attack your left hand. Я не говорю, что вы не должны вообще ходить в ограниченную зону, вы можете войти сюда, но в любом случае вы должны пытаться ситуацию атаковать или другую. Okay, go. So give me 3 lines. Теперь мне надо, чтобы вы выставились 3 линии. Ball right there. Мяч в линии. The ball can be in either line, either this line or that line. На самом деле они так принципиально, но мяч должен быть либо с одной стороны, либо с другой. The middle line is the defensive line. Потому что центральная линия – это линия защитников. And you can extend the chairs out, have more than one, you might need more conditioning and less, but at least here. Вы можете поставить стулья либо на этом месте, как минимум здесь, или вы можете поставить дальше, когда вы будете моделировать вариант отрыва почти с головной зоны и в то же время работать над физической подготовкой игроков. So it's the same drill, the defense, so you're going to start dribbling, you're going to run, you guys got to go around the chairs, you got to get around that chair and back, and then it's 2-on-1. То есть это то же самое упражнение. Один игрок начинает ведение, два других бегут, вы делаете круг вокруг стула, потом центральная линия начинает в защите, два других играют нападение, и так мы моделируем 2 на 1. His job, the 2-on-1, as a defender, is to try not to give up a layup, try to get him to shoot a jump shot if you can. Задача центральной линии, игроков центральной линии защитника в том, чтобы в отрыве 2 на 1 не дать возможность нападающим закончить отрыв с проходом бросом по кольцу. Пускай они атакуют в прыжке. You got to be ready, you got to fake and stun. Don't try to throw the offense off guard so they don't know what you're doing. Он, разумеется, должен обманывать нападающих, показывать, что он будет выйти, будет выходить на обоих, чтобы они не знали, где он будет в следующий момент. Or do whatever you need to do to buy enough time for you to get some help. И хотя бы он должен выиграть какое-то время, чтобы кто-то из защитников тоже успел вернуться
вернуться и помочь ему. Okay? And the offensive player's role. The offensive player, he's got the ball and he's coming down the court. He needs to make sure he attacks that basket. Первое, теперь что должен делать нападающий? Нападающий с мячом, войдя в круг, он должен быть готовым атаковать корзину. He can pass it ahead if he wants to his man, but in this short area, you don't want to make in a two-on-one situation. I believe you don't want to make too many passes. Он, конечно, может отдать передачу своему игроку, но я уверен, что в такой короткой ситуации, 2 на 1, вы не должны делать слишком много передач. I think you want to attack the basket, and as he's attacking the basket, just get out of the way right here. Сюда? And you're on defense. А ты играешь. So if we're going down the court, you're not going to want to pretty much quite that high. Если ты выйдешь так высоко на защиту, то, разумеется, пойдет. But as I drive the basket, I'm going to drive you stunning, making at me, or whatever you're going to do. Я, когда мяч играет, я должен знать, что будет делать защитник, если он будет ходить, я решу, что делать. But I want to go to the basket until he commits to me. Но я должен быть корзину до того момента, пока защитник не выйдет прямо на меня. As he's stunting back and forth trying to trick me, I'm going to keep going because I may just get led. Because he might think he's going to pass or he's going to jump off. So until he commits, you don't want to pass the ball. Потому что пока он не выйдет на меня, пока он пытается меня обмануть и показывать, что он держит или моего партнера, или меня, я могу продолжить ведение и заканчивать его броском. Okay? So let's see. So you got the ball. Okay, ready, go! Picked his dribble up too early, and the defense hadn't committed to him. The defense committed, stepped back, forced him into a tough shot, so the defense did a great job. Получилось, что ты взял мяч слишком рано, ты закончил линию слишком рано, защитник еще не вышел на тебя, и он смог вернуться обратно на страховку, то есть защитник ситуации победил. Go! Хорошая передача. Защитник должен быть ситуацию. Пытайся сохранить мяч. Вы сейчас видели прекрасный пример того, почему важно выполнять это упражнение. Just because he had a chance for a perfect layup, У игрока был шанс для прекрасного завершения быстрого отрыва, несмотря на это он промазал. and that happens. Our NBA players do it. И это случается даже в NBA всегда сбивают. That's why we practice doing layups every day. Именно поэтому нам приходится тренировать быстрые отрывы каждый день. So it's okay to miss, but I just making a point. Ничего страшного, что ты промазал, просто я объясняю, почему так важно тренировать это. Okay, go. Это была хорошая защита.
Значит, вы делаете упражнение до кольца, забиваете по кольцу. В этот момент вы бежите до угла и возвращаетесь в защиту в ограниченной зоне. После того, как команда нападения забила, подбор и просто моделирует быстрый отрыв, 3 игрока бегут сюда и пытаются атаковать защитников. After the 2-on and the 3-on-2, whoever the passer is from the 3-on-2, you're getting back on defense, and the 2-on-1, whether it's a miss or a make, have to take it back 2-on-1 against the one defender. Но после того, как здесь у нас происходит ситуация, что 3 на 2, свое упражнение не заканчивается. Тот, кто давал последнюю передачу перед броском, кто давал последнюю передачу, он становится новым защитником. Он бежит по кольцу, играет в защите, а 2 игрока, которые были в защите, становятся 2 нападающими. Доведутся ситуация 2 на 1. Причем неважно, забили мяч или был подбор, мы все равно играем 2 на 1 на кольцо. Это очень хорошее упражнение не только на выставке, но и на физическую подготовку игроков, потому что всем приходится очень много бегать. И все игроки находятся в различных ситуациях, когда 3 на 2, 2 на 1. And one thing I didn't mention, so if they're coming at me 3-on-2, you want to be in a tandem. You want you want one defender back here who's going to stop the ball, then you want the second defender right here. И еще что то, что я не сказал раньше, когда мы моделируем ситуацию 3 на 2, вам защитники должны работать в тандеме, должны работать в паре. То есть один должен из них останавливать мяч, второй должен оставаться под кольцом. Они должны не так сложиться. And this defender's responsibility is he's going to try to get them to make a pass. And this low man, first job is to take the first pass. So let's say it goes here, he's got to get the ball. And this man needs to sink back here where he can see both men. Причем задача первого, который останавливает мяч, сделать так, чтобы пошла первая передача, и задача игрока, который находится под кольцом, вмешать этой передаче, то есть защищать игрока, который получит передачу. А второй момент, если передача пошла, остается здесь сзади, и уже 2 игроков, которые должен принять решение, кого защищать. Because like in all these drills, their goal is to make them shoot, make the offense shoot a jump shot, and buy themselves time for their defense to come in back into the, or their help defense to come back into play. Опять-таки задача защитника в этом упражнении заставить команду нападения и забивать из подхода в прыжке, или же убить время, чтобы помощники защиты пришли и успели вернуться в свою зону. Я бы не рекомендовал пасы со спины. Это очень сложная передача. Если вам надо дать передачу, надо делать передачу левой рукой, именно поэтому работать над передачей с обеих рук. Ты должен был бежать. Ты обижал? Его как раз бежать вокруг флажка
минимум со всей мощи бежать в защиту. Okay. Ready? Go. Должны помнить, что в ситуации, когда мы 3 против 2, тот, кто последний отдает передачу перед броском, тот становится новым защитником в ситуации попадания. Еще раз. И еще все это очень должно выполняться на предельных скоростях, на самых больших скоростях, которые вы можете, потому что вы тренируете ситуацию быстрого отрыва. Okay, go. Wide, wide. Good. Rebound inside. Run. Next group, go. Следующая продолжение. Ты разгоняешь отрыв. Стоп. Стоп. You got to throw it off the backboard. Right. Off backboard, outlet, we're going to be. Get up, I want you to run out. Ready, outlet, outlet, Как только мы делаем ты сразу должен быть готов получать, стоишь спиной к боковой линии и готов получать передачу. And if you can push and attack, you go for a layup yourself, that's fine. If these guys don't get, if these guys aren't running the floor, going for a layup. Если ты достаточно быстро можешь бежать, можешь сам зачать отрыв, если нет, если эти ребята быстрее, ты держишь передачу. Go, run, run, run. Go, run, 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 run. Go, good. Wide, get out. Make your layup. Your layup. Take the side. It's all about practice. You have to, people talking about perfect practice. Это все вопрос тренировки, мы говорили с вами об идеале тренировки. You got to practice the same fundamentals. Practice passing every time. Everything fundamentally sound to eliminate
время игры у вас передача перехвачена. Okay, go. Good, run. Inside. Ты должен выбрать сторону, в которую ты пойдешь. Не выбирали бы левую сторону, что вправо уже уходили. Они, блядь, все влево. Очень важно, чтобы вы смотрели, могли использовать правую и левую руку. Вы должны тренироваться столько, сколько необходимо, чтобы вы могли сделать это хоть 100 раз в день. Если вы будете говорить хороших игроков, и вы идете с левой стороны и бросаете правую руку, то хороший игрок вас по-любому наградит. Потому что если вы идете с левой стороны и вы используете свое плечо, вы можете использовать свое плечо, вы можете пойти в контакт с игроком, вы можете легко защитить мяч от благого шота. Но если вы справа рукой, я просто предоставляю мяч. Тренируйте проходы, заканчивайте левой рукой, потому что вы забрали Немножко не так показал. Мне нужна пятерка. Хорошо, первый, второй, четвертый, пятый. Я сейчас буду говорить о раннем нападении после того, как забили мяч или после того, как сделали подбор. And the options that we looked at when I was in Cleveland or Los Angeles out of this really often. И все возможности, которые мы можем получить из раннего нападения, с тем, которые я получил в Кливленде или в Лос-Анджелесе. So the role is, first of all, everybody's got a rebound. No offensive rebounds because that leads to scores and then takes away your early offensive fast break opportunity. Первое, что я скажу игрока, каждый из вас должен быть готов взять подбор, потому что готов разрешаем нападающим взять подбор и теряемся. So when the shot goes up, everybody boxes out. Поэтому, когда это бросок, каждый игрок должен делать бокс-аут. Okay, point guards and two guards. Поэтому даже разыгрывающие и маленькие игроки. Your role is to rebound, long rebounding areas. Ваша задача смотреть, чтобы если будет дальний отскок, чтобы вы готовы были взять подбор. 3, 4, 5, find the body, box out. Your guys are probably going to be, one or two is going to be back, getting court balance for their defense when the shot goes up. Вы должны, большие игроки должны под кольцом находиться, чтобы цеплять
ощущать своего соперника, знать, где он находится, чтобы знать, что он не пошел на бал. And then as soon as you know, whether you're the one or the two, that that ball is going to be secure, you got to bust out, get your ass to the sideline, ready for the как только вы увидели, что поняли, что сколько будет легально, что кто-то из ваших больших игроков способен взять бал, вы сразу должны выходить на боковую линию, уставать и быть готовым в этом основном готовиться. Okay? So, and then if the one's getting out at two, as soon as that outlet passes, depending where you're at, you got to fill the lanes. The three-man. Вы должны, значит, анализировать, как в последний будет бежать в ту сторону. Three-man, you got to read where things are on the court. If the two-man's going that way, and depending on how far the floor is, you can maybe go that way. I'll explain why in a second. Значит, игрок третий номер должен разобраться в ситуации, посмотреть на то, что происходит. Если у нас второй номер бежит по этой стороне, скорее всего, он должен идти в другую сторону. И сейчас я объясню почему. Или же ты можешь идти в другую сторону. Единственное, что ты точно не должен делать, ты не должен пересекать, бежать перед мячом. То есть, если это мяч, ты не должен бежать перед ним. Потому что если ты будешь пересекать его путь, если ты будешь бежать перед мячом, то ты будешь играть точно так же, как защитник, ты будешь ему мешать. Поэтому ты обязан читать ситуацию. Got the point guard, in this case, in our middle right lane. Поэтому в этой ситуации у нас первый, второй номер идут по краям, третий номер идет вот как раз по этой правой центральной линии. Trying to get the pass as far up the court as he can without the defense being able to steal it. Он должен пытаться получить мяч как можно дальше, учитывая, что, несмотря на то, что защитники его не перехватили. And then depending on who it is, 4 or 5, they need to bust out straight down the court. И важно, кто вы, четвертый или пятый номер, вы оба должны просто бежать туда по кольцу. So they have to read each other. И в то же время вы должны чувствовать, где каждый из вас находится, вы должны видеть. Okay? So let's say you guys go, you go center. И бежите в центре. You guys just slowly. Сейчас мы делаем все время. Stay back right here. So as they go, you start running this slowly. You're running on. You want to be right. You want to be in this lane. You want to run wide. То есть как только мы начинаем, ты уходишь в центр, а ты идешь по этой стороне. Okay. Stop. Hold on. Stay right here. I want you to stay. I'm going to tell you why. Ты должен оставаться вот здесь, сейчас я объясню почему. Right here. Like this or stand. Они могут идти вместе, они могут быть плечом к плечу, или один за другим. In this situation, we tell our guys, obviously, we want the best shooter to pop. Stay up. Мы говорим, что тот, кто из них лучше бросает, должен остаться, чтобы делать бросок. Ты проваливаешься в кольцо, а он остается на бросовой позиции. Еще одна развитие ситуации, ты стоишь там. Если вы хотите обойти большое движение. Он передает мяч. Идет передача на угол. И сюда. И ставишь заслон. И ставишь здесь.
ankles. So he's not there. You're going to swing down, you're going to come up. You're going to hit me. You're going to flex off. Ты должен говориться. Ты уходишь на угол. Ты смотришь на него. Идет заслон. Ты отдаешь передачу. Ты идешь сюда. В общем, тем самым вы достаточно свободны от этого. Those are just a few of the things you can do. There's a lot of different things you can do in the early offense, but those are just some options that I'm showing you now. Как вы видите, очень много вещей у вас идет в нападении, и сейчас я показал только некоторые из них. So what we do, we call it 5-on-0, and we want each guy to get a shot out of the early offense. То, что мы сейчас показываем, называется 5-1-0, и мы хотим, чтобы каждый регион выполнил бросок правильно нападения. Все собираются в ограниченной зоне. Я сейчас брошу мяч, вы должны сделать подбор, и четвертый или пятый игрок должен подготовить свою передачу. Если я промажу, будет подбор, то оба должны быть каждый командный чтобы разгонять. Мы сделаем это 5 раз, чтобы продолжать абсолютно все варианты. Каждый раз мы должны по-разному завершить атаку, поэтому каждый из вас должен по-разному завершить атаку. Первый бросок может быть передача под кольцом. Там, кто большой игрок бежит под кольцом. Может быть передача маленькому игроку под 45 для броска в пушке. На третий раз попробуем, чтобы другой с другой стороны бросил под 45. Четвертый раз играем пару пик-н-ролл, то есть каждый раз у нас будет набивать новый игрок. Готовы? А правило этих игр, что после забитого надо выбрасывать свои. Вы должны отрабатывать наши правила, и в то же время вы должны помнить, что когда четвертый номер выкидывает из кольца, он должен сделать все, чтобы уйти из-под щита, чтобы не попасть в щит. Все было хорошо. Вы сейчас видите ситуацию, вы оба были на одной стороне. This is okay, but you gotta communicate. Это нормально, но вы должны общаться друг с другом, должны разговаривать. He can't see you, Он не может видеть тебя, so you gotta tell him, go through. поэтому ты должен идти дальше и когда он должен идти дальше, чтобы уйти на другую сторону площадки. Бросок.
Ты должен сам перебросить. Сделайте так, чтобы разыгрывающий забил. Ты должен уйти вместе. И разыгрывающий должен забить. Отдать его мяч, тем самым не получится ранее нападение, или отдать мяч второму или третьему номеру, чтобы они разгоняли атаку. Oh, yeah, yeah. I definitely think, I was just, for time reason, that's the only scenario I showed. But yeah, if that man is denied, and he can't come back and get the ball, if you have skilled enough players at the 2 or the 3 spot, definitely you can have them and have the 1 replace their spot. Но разумеется, что все зависит от того, какие у вас есть команды. Если ваши второй или третий номер достаточно хорошо обучены и могут разогнать эту атаку, вполне вероятно, что передача пойдет им, и они будут заниматься разворотом. You're definitely going to have situations where you're going to want to have your 2-man bringing it up, or your 3 if he's skilled enough. Потому что если ваши второй или третий номер достаточно хорошо обучены, достаточно хорошие игроки, они могут разогнать атаку. And those are all things you practice with your team, and we just don't have time to go through each scenario. И это просто зависит от того, что вы делаете в тренировке, если у вас есть время, вы можете разобраться все варианты. All right. Thank you.